Good morning, and thank you all for being here. And thank you, the Post-Globalization Initiative and the person of Boris for the invitation. Ну, это благодарности. Спасибо, нам сказали спасибо. Sorry for not addressing you in Russian. So this current summit this G20 summit in Russia marks 5 years of the summit that happened in Washington in 2008. That was just in the beginning of the financial crisis. В 2008 году, в самом начале финансового кризиса, был такой же саммит в Соединенных Штатах, в Вашингтоне. Then, right as in the moment, we, social movements everywhere, were already claiming that the G20 was not the legitimate body to address the problems that the crisis were just showing, the problems that were deeply rooted in the economy, but the crisis was just bringing up to the surface. Мы всегда доказывали, что кризис имел гораздо более глубокие причины, что причины эти были давно уже нам известны, и он лишь только выявил, поднял на поверхность все то, что было давно уже в глубине. The G20 is not legitimate because it was not mandated by the countries that are outside of this group to be, as they self-proclaim themselves, the space to manage the crisis and the global economy. В этом смысле Большая Двадцатка нелегитимна, потому что 20 стран не имеют полномочий, официальных полномочий представлять все остальные страны мира. То есть они принимают решения глобального характера, но всего 20 стран решают за весь мир. Plus, it's not transparent in the ways it's negotiating the so-called solutions that so far have shown to be such shortcomings and not really address the crisis. Кроме того, не было проведено серьезных переговоров, серьезной подготовки для принятия решений. И те решения, которые сейчас принимаются для борьбы с кризисом, это решения очень короткие. Это решения краткосрочные, не глубокие, не адресующиеся к реальным причинам кризиса. After 5 years, what we see everywhere is that they were not able to put a stop to the deregulation, financialization, and liberalization processes that were the roots of the current crisis. В основе, в глубинной основе нынешнего кризиса последствия дерегулирования, последствия финансиализации экономики и всеобщей тотальной либерализации и приватизации. То есть вот то, что самое неолиберальная экономическая политика. И эти как раз причины, эти тенденции, их не остановили за прошедшие 5 лет, то есть в этом смысле ничего радикально не изменилось. On the contrary, they have been pushing for austerity policies like the ones Greece, Ireland, Spain and Portugal are having to face, very much pushed forward by the Troika, the European Commission, the European Central Bank and the IMF. Хуже того, с такими странами, как Греция, Ирландия, Испания поступили вполне определенным образом, то есть в них проводилась еще более жесткая политика жесткой экономии, которая фактически удушила экономическую и социальную жизнь этих стран. We know very well that austerity policies that have been pushed in our continent for the IMF for so long are not at all solutions to a crisis, a recession. On the contrary, it just leads to more recession and for people really carrying the burden of the crisis. Мы в Латинской Америке очень хорошо знаем, к чему ведет эта политика, потому что у нас на континенте эта политика проводилась значительно раньше. Ее начали проводить еще до того, как она стала применяться в Европе, и она не только не привела к преодолению кризиса, не только не привела к экономическому подъему, но просто привела к тому, что тяготы кризиса, тяготы экономических диспропорций обрушились непосредственно на население, на подавляющее большинство жителей этих стран. Now, with the goal of looking democratic, the G20 has been setting up fake dialogues with civil society everywhere, and we have refused to engage in those dialogues because we know they're just a theater. You're not really going to voice the concerns you want, and they won't be integrated in the way they do things. Официально Большая Двадцатка всегда призывает к диалогу с гражданским обществом, но этот диалог, он скорее является формой театра, представлением, за которым нету никакого реального диалога, нету готовности идти навстречу и вести серьезный, откровенно ответственный разговор. Because at the same time that they are setting up this type of fake dialogues, everywhere countries are repressing social movements, protests, like in Greece, like in Brazil as well. In places where people are facing austerity and going to the streets, like in Greece,
to say they are against it, or in places like in Brazil where people are saying we don't want to see the public interest so captured by the corporate interest like this, people are being repressed. So this is a global trend, and this is their actual response. So that's why we also refuse even more this type of theater dialogues. О каком диалоге может идти речь, если на местах движения, выступающие против политики жесткой экономии, подвергаются репрессиям, подавляются или их требования игнорируются? То есть, если их требования игнорируются на локальном уровне, там, где есть массовые движения, то нет никакой причины думать, что будет такой милый диалог на уровне большой двадцатки. Now, as Kevin just said, well, this is not only a financial crisis, this is a multiple crisis, and the environmental axis of it is so important to understand what's happening. И Кевин уже сказал, что это не финансовый кризис, это в том числе экологический кризис, и глубинные причины этого кризиса должны обсуждаться, потому что они очень разнообразны. И они гораздо важнее, чем то, что обсуждается сейчас. But instead of dealing with it through a coherent transformation of the way the economy is ruled, what governments are doing is setting up fake responses to the crisis that are actually deepening the problem. И вместо того, чтобы всерьез адресоваться к корням проблемы, правительства постоянно прибегают к конкретным разовым мерам, которые зачастую делают ситуацию хуже, а не лучше. Like for instance, for the climate crisis, for what we are facing with climate change everywhere, they are setting up what they call carbon credit markets that are not really going to address a solution. On the contrary, it's just creating new spaces for financial speculation. Ну, например, борьба с глобальным потеплением принимает форму торговли вот этими, как это называется, квотами, торговли квотами, которые просто дают новый финансовый рынок на этой основе. То есть это очень интересно для финансистов, но это не решает никакой проблемы на уровне на уровне атмосферы реальной. Or in other countries, in countries that big infrastructure are being built in order to grow more and more, because that's the whole myth, right? Like development should be about growing always without taking care about the consequences, both environmental and social. Ну или просто строят очень большие инфраструктурные проекты, реализуют большие затратные такие вот программы, а при этом ничего не меняя на местах для большинства людей, которых эта программа не касается, то что там построить одну большую дорогу или что-нибудь в этом роде. Like in Brazil, big dams are being built in the Amazon basin. Like there is a very big dam being built right now, which is illegal and really criminal, called Belo Monte. But there are other dams like this being planned, not as big as Belo Monte, but also. В Бразилии строится огромная плотина Беломонте для того, чтобы производить еще больше электроэнергии, но никто не спрашивает местных жителей, для которых строительство подобного рода плотин является катастрофой. Now, this crisis is only the peak of the iceberg of something which is deeper, and somehow it has been deepening since the 1970s, with the corporate capture of public interest. И этот кризис продолжает развиваться, начиная с конца 70-х, когда, собственно говоря, корпорации овладели процессом принятия решений, повернули в свою пользу и фактически отстранили от участия в принятии решений другие силы и присвоили себе право решать, что является полезным, а что нет. If people and the environment have been deeply impacted, there is one actor that have really gained from this crisis, and that's transnational corporations. От этого кризиса на самом деле до сих пор продолжают выигрывать транснациональные корпорации. Transnational corporations have profited by privatization, speculating, and also setting up a juridical system that is really an architecture of impunity for their profit. Мало того, что они выигрывали от дерегулирования и от приватизации, фактически произошло изменение юридической системы таким образом, что они сделались по существу безнаказанными. То есть они теперь по сути обладают юридическим иммунитетом от какого-либо преследования по результату своей деятельности. And this process is really deepening. Free trade agreements continue to be more than ever negotiated, like between the US and the European Union, Canada and the European Union. And now in Bali in December, we're going to have the WTO ministerial, where they are trying to push for a package of liberalization. Ну и новые предложения, которые сейчас обсуждаются в рамках Всемирной торговой организации, куда, напоминаю, мы теперь тоже вступили, они направлены не на изменение тренда, а наоборот на углубление этого же самого тренда, на то, чтобы еще больше расширить права корпораций за счет
ограничения прав правительств и парламента. Next year in March, there will be a BRICS summit in Brazil. В марте будет саммит БРИКС в Бразилии. We know that they're probably going to announce the BRICS Development Bank, and there was at some point some expectation that this development bank would do differently than other banks. И будет, скорее всего, объявлено о создании банка БРИКС, банка развития БРИКС. И первоначально с этим банком были связаны определенные надежды. But so far the signs are that this bank is just going to do the same as always, be capturing the resources, especially from Africa, where the bank will probably hold most of its operations. Сейчас похоже, что этот банк будет работать точно так же, как другие банки, и, скорее всего, будет ориентирован на то, чтобы захватывать ресурсы в Африке, куда, собственно, собираются вложить значительную часть средств. Social movements are resisting this process and trying to push our governments to have a different approach to it. Социальные движения этому противостоят, и они пытаются добиться от своих правительств, чтобы курс был изменен, чтобы принимались во внимание социальные и экологические задачи. Обращаю еще раз внимание, мы тоже одна из стран БРИКС, и, соответственно, к нашему правительству это тоже относится. And at the same time that in South America we are pushing our governments to, especially Brazil, to approve the Bank of the South and put it in operation, which is a bank that really has a different take on development. И конкретно в Латинской Америке есть еще другой проект, это Банк Юга, который построен по другим принципам и который социальные движения активно поддерживают. Спасибо. Спасибо. Спасибо.